Доброе утро или добрый вечер, где бы вы ни были и в каком часовом поясе сейчас не находились. Добро пожаловать, дамы и господа и уважаемые гости! Приятно видеть вас здесь в этот особенный день. Мы очень ценим то, что вы оказываете нам честь своим присутствием сегодня. С вами весь вечер в эфире будет ведущая Леди Тиара. Русский текст озвучивает Даша Безумная Макса. И перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что идея шоу принадлежит команде модельного агентства Unity. В финале шоу нас ждет великолепный фейерверк от Изабель Содершторм. Само понятие «бесконечность» создано греческим философом Анаксимандром, который развивает философскую космологию бесконечности или аперона. Он верил, что начало или окончательная реальность вечна и бесконечна, не подвержена ни старости, ни распаду, не имеет границ ни во времени, ни в пространстве и несет неопределенные качества, бесконечно и неразрушимо, и это причина, почему миры рождаются. Это объяснение неограниченного количества вещей, о которых ваш разум может думать, превращая их в реальность, бросающую вызов времени, чтобы воплотить в жизнь ваше воображение. Вторая жизнь позволяет нам создавать бесконечное количество идей, не прекращая постоянно держать нас в движении. Это шоу, не похожее ни на какое другое, которое вы когда-либо видели, поскольку собираетесь стать свидетелем того, как перед вашими глазами на сцене пройдут 4 прекрасные модели. Итак, давайте их встречать! Давайте начнем наше путешествие в прошлое. Все ли мы знаем, что прошлое хранит для нас? Возможно, нет. И если мы пойдем искать то, чем было наше прошлое, мы действительно многое сможем открыть. Это поможет нам лучше понять будущее. Мы попросили наших студентов выбрать страну и создать стиль костюма согласно общеизвестному мифу или факту истории. Встречаем леди Фалину. Ее выбор страны – Великобритания. Образ леди Гвиневра, легендарная королева и жена короля Артура, которая правила значительной частью Великобритании. Ее красота привела к соперничеству за ее руку сэра Ланселота, рыцаря круглого стола, что положило конец золотому веку Камелота. Она носит платье Гвенес в синем цвете от Poets Hearts, украшенное белыми цветами и отделано золотом, как и положено ее королевскому статусу. С накидкой Гвенес, изящно лежащей на ее плечах, и с украшением из 3 драгоценных цветов. Типично для того времени Фалина носит тапочки Fair Lady от All Treasures из золотой парчи. Все ее украшения, представленные магазином Славия, поистине царственны, что подтверждает ее статус королевы и красавицы. Колье, украшения на голову и серьги из коллекции Амита с бриллиантами в золоте. Ее правую руку украшает золотой браслет Сирена с опаловым камнем, в то время как золотой браслет Александра с голубым камнем сверкает на ее левой руке. На ее пальцах великолепное кольцо с черным ониксом Камео и золотое кольцо Queen of Celtic, что подчеркивает ее статус королевы, а также обруч на голове, сделанный из валлийского золота.
Спасибо, леди Фалина. Встречаем на сцене Гирасоль. Она приносит нам историю из древней Мексики. Во время поездки в Индию Гирасоль встретила духовного учителя, который предложил показать ее прошлое. Все произошло, когда она погрузилась в глубокий сон. В этом сне она оказалась в пустыне древнего племени ацтеков. На ней было одето прекрасное платье Астек Роялти от Аркона, украшенное вышивками и узорами. Рядом друг с другом стояли два больших вулкана. Глядя на один из них, голос в ее голове говорил о мифе об Изтакциуатль, также известном как «спящая женщина». И Попокатепетль. Она видела, как воин унес ее на гору. Он держал рядом с ней факел, чтобы иметь возможность охранять свою любимую. Боги сжалились над влюбленными, превратив их обоих в вулканы, чтобы они были вместе навечно. Увидев эту связь через прошлое, руки, ноги Гирасоль стали теплыми и зажгли алый огонь, показывая это через арт-тату от Find the Fish. Тогда она поняла, что ее душа связана с принцессой вулкана. Гирасоль проснулась в глубокой благодарности, сохранив благословение видения в своем сердце. Спасибо, Гирасоль. Встречаем на сцене Дженни. Ее выбор страны – Греция и образ Елена Троянская. После того, как Парис объявил Афродиту обладательницей золотого яблока и прекраснейшей из богинь, ему пообещали в жены самую красивую женщину – Елену Троянскую. Но была одна проблема – Елена уже была замужем за королем Спарты. Парис похитил ее, чтобы быть вместе навсегда в безопасности в Троянских стенах. И тогда Спарта наносит ответный удар, объявив Троянскую войну. Вот почему Елена, еще известная как красавица, которая спустила на воду тысячи кораблей ради своей красоты. И сейчас Елена держит золотое яблоко, с которого начался весь этот беспорядок. Она носит традиционно бело-голубую тогу от магазина Аркона под названием Divine и изящно скользит по подиуму, улыбаясь вокруг. Ее великолепное украшение – серьги и колье под названием Gypsy Queen от Hörsedale в традиционном монетном стиле. На запястьях золотой браслет Айслинг и Сапель, а великолепное кольцо от Славия, которое подарил ей Парис, завершает образ царственной любви. Елена Троянская – настоящий образ красоты.
Спасибо, Дженни. Встречаем на сцене Обби. Она приносит нам известный образ из российской истории. Екатерина II, великая императрица российского государства, медленно подошла к окну, задумчиво смотрит. Она коснулась сверкающего в лучах солнца ордена Андрея Первозванного от Наутилус на своей груди. Родилась Софья Фредерика Августа Ангальц-Цербская, это ее полное имя, в знатной семье прусского города Штеттина. В 15 лет она обручилась с великим русским князем Петром Федоровичем. При крещении получила новое имя Екатерина Алексеевна, но в результате дворцового переворота в 1762 году она венчалась на царство и правила 34 года. Царствование Екатерины II – период экономического, политического и военного расцвета государства. Екатерина достала из футляра скипетр Magno Rex от Lux Aeterna, знак королевской власти, коснулась его губами и, шурша юбками великолепного платья Winter Princess от Мунфери, сверкала драгоценностями, твердой походкой вышла из зала. Спасибо, Обби. Хочется сказать, что мы многому научились из прошлого. Тем не менее, даже если прошлое ушло, наши ученики перенесут нас в настоящее с их следующим заданием. Их попросили создать монохромный повседневный шик, используя изделия от наших спонсоров. Итак, встречаем на сцене леди Фалину. Она приносит нам пурпурный цвет и его оттенки. Леди Фалина Катце Элмер выбрала современный монохромный образ, который сам по себе говорит о шике и стиле, что очень важно для журналистов в сфере моды. Идеально подходит для встреч с ведущими модными дизайнерами современности, демонстрирует ее собственный талант быть современными и модными. Ее наряд от Just Imagine сочетает в себе топ, брюки и туфли, что дает превосходную комбинацию для того утра, когда мы хотим выглядеть как можно лучше, но когда часы, кажется, идут в 2 раза быстрее, чем обычно. Конечно, ни одна шикарная леди не мечтала бы уйти из дома, не выглядя как можно лучше. Для Фалины это может означать только украшение от Славия. Ее выбор – это пурпурное колье Джун, серебряные мини-серьги Ира, серебряный браслет Александрия с опалом и кольцо из коллекции Алиса в серебряном и пурпурных цветах. Глядя в зеркало, она думает, что ей нужен еще один предмет, чтобы завершить свой образ.
и надевает свои черно-фиолетовые солнцезащитные очки от Славия. В преддверии очередного напряженного дня эта современная женщина берет свою любимую сумочку Тини Сетчи из Secret Story и отправляется на работу, зная, что она выглядит лучше всех для этих важных заданий. Спасибо, леди Фалина. Сейчас на сцене Гирасоль. Она приносит нам желтый цвет и его оттенки. Выставка вот-вот откроется. Гирасоль была приглашена показать мексиканскую культуру другим странам, чтобы поддержать и улучшить экономику своей страны. Это была хорошая возможность, и она знала, что должна хорошо выглядеть. Для открытия она выбрала желтое платье Дейзи от Poets Hearts, которое всегда приносило ей удачу, и уложила волосы традиционной мексиканской прической с лентами. Гирасоль принесла идеальное ребозо от Dark Desires и лучшие мексиканские серебряные украшения от Славия. Она достала туфли Pink Charcoal, которые были куплены специально для этого случая, и, надевая их в последний раз, взглянула в зеркало, чтобы убедиться, что все в порядке с выбранной ею косметикой от XCW и Zipska. Она прибыла к своему стенду как раз вовремя и внесла некоторые незначительные изменения в предметы. Она широко улыбалась, глядя на шляпу мариачи, сахарные черепа, ацтекский календарь, ребозо, а также туфли и сумки от известного мексиканского дизайнера Пинеды Кавалин. Все было сделано так, чтобы показать миру немного Мексики. Спасибо, Гирасоль. Сейчас на сцене Дженни Эрос. Она приносит нам зеленый лесной цвет и его оттенки. Мисс Эрос входит в пустой зал заседаний. Она здесь, чтобы представить новую благотворительную кампанию. Программа принесет надежду и помощь миллионам голодающих детей. Дженни постукивает карандашом по огромному столу. Ее зеленый топ и юбка от Kitty Creations удобные, но шикарные. Она нетерпеливо постукивает каблучками туфелек от Кисси Джиада и затем снимает очки от Гиза, потому что сегодня такой прекрасный солнечный день. Когда дверь конференц-зала открывается с громким скрипом, она все еще восхищается своим браслетом Наоми и кольцом камео от Славия. С яркой улыбкой она пожимает руки всем важным греческим руководителям. Она сразу же приступает к работе, чтобы убедить всех этих успешных людей в помощи нуждающимся детям. Она взывает к их чувству, состраданию и любви к простому человеку. Закончив длинную речь, она кивает и заканчивает словами: «И это наше послание надежды».
Спасибо, Дженни Эрос. Сейчас на сцене Оби Ай. Она приносит нам синий цвет и его оттенки. Сама модница Оби любит свою работу журналистом в журнале Mode Dior, часто посещает магазины, пишет про одежду и берет интервью у дизайнеров. Недавно ей прислали посылку с одним из творений, чтобы она написала о нем. Ее новое платье Luxy Paris Very Couture Dress облегала стройную фигуру Оби. Волосы собраны в шикарную прическу, меховая накидка на плече. Она улыбается своему отражению в зеркале. На руках Оби, на ее ушках и на шее сияют чудесные украшения. Оби опускает глаза, любуясь украшениями от Slavia из набора Amy and Grace, которые она носит с платьем. Она довольна своей укладкой и отправляется на встречу со своими друзьями, и пусть они лопнут от зависти. Спасибо, Оби Ай. На нашем третьем и последнем выходе на сегодня нашим студентам было дано задание представить будущее. С какими идеями они пришли, чтобы представить нам, как будет выглядеть вечерняя формальная одежда в будущем? А возможности безграничны. Встречаем на сцене леди Фалину. Леди Фалина Катце Элмер была приглашена на бал межгалактических послов. Такая честь требует особого наряда, но, к счастью, она только что получила платье Чарлен в синем и золотом цветах от Poets Heart. Дополняет этот образ боди с пайетками Crystal цвета бежевое золото от Alla Oximetro. Ее красоту еще больше усиливают Robot Animated Eyes от Elemental, которые не только позволяют ей видеть каждую деталь своего будущего эскорта на сегодняшний вечер, но и детали из ее службы данных. Фалина только что надела украшения для волос Albino Ceremony Star Girls Royal Hair and Headpiece Star Girls Parade Hello, и ей нужны только изысканные украшения, чтобы придать ей безупречный вид. Для такого случая нужны только лучшие драгоценности, поэтому Фалина снова делает выбор в пользу Slavia. Коллекция колье, сережек и браслета Кармен в сочетании с кольцом фан и украшениями для ногтей сделает ее центром внимания. Нужна еще одна вещь и украшение от Chop Suey Ishani Septamp and Sanda Septam в золотом и синем цветах идеально подходят для этих целей. Вокруг нее плавают золотые двойные магические сферы, заставляющие сверкать воздух, где бы она ни шла. Спасибо, леди Фалина. Сейчас на сцене Герасоль. Герасоль не могла не думать о ее будущем.
Вдруг она увидела, что зеркало превратилось в портал и пересекла его. Голос сказал: «Добро пожаловать в твое будущее». Герасоль заметила, что ее тело стало темно-черным, за исключением левой руки от Киберфэктори, и почувствовала себя частью Вселенной. Улыбка появилась, когда она увидела, что на ней идеальный комбинезон от Lux Paris. Ей захотелось увидеть себя больше. В мгновение ока появился ее образ. Идеальное ожерелье от Славия, специальное кольцо от Оал, светящаяся пламенная меховая накидка, и ее волосы были от Fantasy China, а голова была покрыта фантастическим шлемом от Киберфэктори. На мгновение она подумала, сможет ли она ходить в таких необычных туфлях. TC от... Прежде чем она что-нибудь спросила, ее друг, не произнося ни слова, сказал: «Добро пожаловать, солнышко, здесь мы больше не разговариваем. В этом будущем мы знаем мысли и чувства людей. Здесь мы все едины и сделали планету Земля раем для всех». Это было лучшее путешествие в ее жизни. Спасибо, Герасоль. Сейчас на сцене Дженни Эрос. На гала-вечере «Бон Вояж» в Афинах, Греция, мисс Эрос танцует всю ночь напролет. Вечеринка была в честь отправившихся в круиз на Венеру. Она плывет в танце, и великолепное платье цвета морской волны Maybe Tonight от Just Imagine кружится вместе с ней. Ее наплечники из титана черного дракона подчеркивают великолепный синий наряд. По этому официальному случаю на ней длинные черные кожаные перчатки с неоновой отделкой. Неон нынче в моде. Поскольку ей сделали кибермозг и пересадку глаз, она стала носить яркий ореол неоновых часов. Это высший шик моды в 3535 году. Это ее первая поездка с планетой, и она очень взволнована. В конце концов, небо – это еще не предел. Спасибо, Дженни Эрос. Сейчас на сцене Оби Ай. Мы часто смотрим в небо на звезды и мечтаем, что там за границей видимости. Оби демонстрирует наряд. Может быть, это будущее? Может быть, это настоящее? Далеко среди звезд, возможно, живут те, о ком мы мечтаем и кого представляем в своих фантазиях. Может быть, жители звезд выглядят так. Бледный цвет кожи от
Джиджи словно светится в платье аметист ажар от Kitty Creations. Прекрасные и удивительные украшения на пальцах Dragon Claws от Slavia. Необычные аксессуары Оби от Зипска на ее голове и немного технологических элементов на лбу и ее руке, чтобы отслеживать данные, которые она обрабатывает. Оби вздыхает, когда видит падающую звезду, загадывая желание. Спасибо, Оби Ай. Прекрасное шоу, а главное, что участники имеют огромный потенциал, который смогут показать в будущем. И говоря о Unity, давайте поприветствуем на сцене команду, которая создавала это шоу. Ханна Строубери Кеннин, Дания, модель и преподаватель в Академии Unity, координатор сцены, строитель, блогер и владелец магазина модельных поз Pink Moon. Орфей Паклапис, Греция, модель и преподаватель в Академии Unity, строитель сцены, блогер, фотограф, художник и владелец магазина художественных тату Find the Fish. Ричард де Гратьенсо, Испания, руководитель и совладелец модельного агентства Unity, владелец и главный преподаватель Академии Unity, владелец многих престижных титулов в сфере моды SL, директор по стилю, координатор сцены, стилист, блогер, фотограф, а также руководитель журнала о моде Editorial So и владелец магазина So Poses. Виктор Савер, Россия, руководитель модельного агентства Unity, художник в SL и RL, организатор разных ивентов и шоу в SL, модель, фотограф, блогер, владелец магазина Аркона. А сейчас наступило время снова поприветствовать наших выпускников на сцене и вручить им дипломы. Подарите им аплодисменты.
На сцену приглашается Фалина, Америка. Фалина – образец стиля и элегантности на сцене. Все, что ты создаешь, ты вкладываешь элегантность и достоинство. Твой опыт и знания дают тебе признание в сфере моды, и ты можешь быть прекрасным наставником для других. Это большая честь работать вместе, разделяя опыт и знания, помогая другим и становясь лучше самому. Я восхищаюсь твоим чувством стиля и благородным сердцем, которые всегда ведут тебя к новым высотам. На сцену приглашается Гирасоль, Мексика. Гирасоль, твоя тонкая душа и внутренние чувства делают тебя больше художником, а моделинг и стиль превращают всего лишь в средство выражения. Ты создаешь не просто костюм, ты каждый раз создаешь историю с глубоким смыслом. Это трогает сердце и открывает новые впечатления. Ты превращаешь моду в искусство и ставишь совершенно новый уровень отношений и восприятия. Я очень тобой восхищаюсь, потому что ты удивляешь каждый раз и показываешь потрясающие умения. На сцену приглашается Дженни, Америка. Дженни, в тебе соединяются и доброе сердце, и умение слушать, и настойчивость, и умение найти лучшую идею. Все это делает тебя профессиональной моделью, которая может воплощать любые задачи и сохранять свою индивидуальность, быть отличной от других. Я восхищаюсь твоей внутренней силой души и любовью к творчеству, которую ты вкладываешь в каждую свою работу и достигаешь каждый раз новой высоты. На сцену приглашается Оби Ай, Россия. Оби, ты превратилась из серого камешка у порога таверны в прекрасный сияющий бриллиант, достойный украшать лучшие дворцы и сцены второй жизни. Ты обладаешь потрясающим умением слушать, понимать и учиться. Я бесконечно тобой восхищаюсь и верю, что ты достигнешь очень больших высот и будешь превосходным примером для других. Поздравляем всех с успешным завершением обучающего модельного курса. Мы все с нетерпением ждем от вас новых возможностей, увидеть ваши таланты и новые способности, которые вы откроете на своем пути. Ведущая выпускного шоу «Леди Тиара». Русский текст озвучивала Даша Безумная Макса. Желаем вам хорошего дня и надеемся увидеть вас на наших следующих шоу. И до нашей следующей встречи. Будьте все здоровы и счастливы!